Здравствуйте, зрители канала. Мы начинаем, так сказать, наш зимний обзор, что будем мы делать зимой. Долгими зимними вечерами. Мы подготовили помещение. Давно мечтал я об нем. Все-таки мечта сбылась. Добро пожаловать. Это помещение находится на территории моего двора. Под крышей, под общей. Мы его модернизировали. Что в итоге было? Где-то приблизительно лет 15-20 назад использовалось как баня это помещение. Последние лет 20 не используется. Было в чем проблема. Срубовое здание было. Было низкое. Где-то вот такой высоты. Как раз мы на этом уровне, где переход идет бревна на брус. В общем, мы подняли потолок. Потому что было слишком низко, неудобно. Два ряда бруса, брус 100 на 100, конечно, маловато, но при нынешних ценах на пиломатериалы экономили, как обычно. С бруса нижний слой, который на бревно сажали на арматуру, чтобы крепко держался, где-то на 5-6 штифтов арматурных. Что еще? Потолок, перерубы тоже из бруса положили. Потолок подшивной. Было 3 листа фанеры. Плюс обрезки USB. Стена из гипсокартона. Несколько листов было. Осталось после ремонта. Который был 3 года назад дома. То есть 5 листов еще подкупали. Гипсокартон сажал на пену, клеил. Неплохо вроде получилось. Пустоты заполнял пенопластом, чтобы не проминалось, если облокотишься на стену. Проводка. 4 лампочки. Думаю, если достаточно, может быть, еще несколько прожекторов повесим. Вроде неплохо со светом. Конечно же, автомат поставил. Покажи. Автомат на всякий пожарный, так сказать. Ну и что? Выключатель на 2 стороны. Каждая сторона по отдельности отключается. Вот здесь еще что мы сделали. Где переход бревно на брус, сделали полочки, чтобы пространство у нас не пропадало. Полезные, что-то там положить. В гараже очень нужны эти опции по кругу практически везде. Дверь. Дверь у нас. Дверь БУ. Досталось нам за 3500. В очень хорошем состоянии. Немножко провисло. Что еще? 3 розетки поставили. В разных углах. Я думаю, достаточно вполне. Самое главное, трон уже себе подготовил, где можно присесть. Столик. Конечно, нужно еще стульчик, я думаю, еще один. Чайничек, я думаю, тоже здесь пригодится. Еще что немаловажно, сделали вытяжку. Вытяжка обошлась на что-то в районе 700 рублей, наверное, да? Дешевенькую взяли, экономили, потому что денег особо не было. Нужно было быстренько сделать. Старались минимум затрат, максимум эффект, так сказать. Но все равно, наверное, в руках будем делать, да? Я думаю, достаточно будет. Как планируется еще использовать эту вытяжку? Для чего? Когда завел скутер, там что-нибудь, бензин пролил, еще что-то, то есть, чтобы здесь не пахло, не воняло, включать. Заводить, думаю, придумаем какую-нибудь гофру. На трубу, да? Да, чтобы, если заводить, чтобы здесь, самое страшное, это, конечно, угарный этот газ от техники. Так что, вот такая заглушечка, когда там морозно-холодно, чтобы, когда не используется, закрывать. Приспособили заглушка от сантехнической трубы на 110. Так, полы. Полы, конечно, старые выкинули однозначно. Положили лафет оставался после ремонта. Обрезки использовали. Сверху доски. Половина были старые использованы. Более-менее нормальные были. Несколько досок подкупили, полусотки. Сверху здесь вот лист ГСП остался после ремонта. И лист еще USB подкупали. Еще. И самый верх.
Обрезки от линолеума, который использовался при ремонте дома тоже. Вот видите, сколько практически на всю комнату. И я зашил, конечно, кусочками, лайпиками. Сажал на скобы. Посмотрим, как, кстати, будет держаться. Мне интересно вообще, как это будет. Вот. Отопление. Камин. 2 киловатта. Масляный радиатор. Уже пробовали. Пока еще, конечно, морозов не было. Не знаем, как будет морозы. Есть Вчера вариант... минус 3 было, в принципе. Ну, минус 3, минус 4, нормально было. Тепло, хорошо. Есть другой вариант случая. На 2,5 киловатта. Он больше где-то раза в 1,5. Пока такой микровариант. Дальше. Что еще рассказать? Что еще рассказать? Ну, Планы? Про комнату, наверное, все. Планы на зиму? Планы на зиму. Самый главный план стоит вот. Приобрели Альфу. Почему было решено приобрести Альфу? Поскольку Альфа очень популярная тема во всех отношениях. Видно по статистике видео на нашем канале. То, что больше всего просмотров по Альфе, особенно по проводке. Вот если там немножко мы что-то делали. Хотим сделать за зиму. Сейчас мы ее раскидаем. Сиденье, облицовку, бак снимаем. И будем делать полный обзор по проводке. Как, что, где подключается. Так, планируем, как получится, не знаю. Думаю, многосерийный фильм будет по проводке Альфы. Это основные планы. Дополнительные планы. Есть наша Honda. Помните, снимали видео по ней «Синяя ракета», мы ее прозвали. Почему ракета? Потому что спортивная версия. Опять же, почему ракета еще дополнительно скажу? Потому что легко ложит спидометр и заходит стрелка за спидометр. Я первый раз такой вообще, в принципе, За 70. видел. Первый раз такой видел. Конечно, надо проверить как-нибудь по GPS-навигатору. Но спидометр за 60 прям уходит стрелка и бесконечность. Да. Я, в принципе, первый раз ездил на спортивной версии, вот, ZX-овской, как бы, Хонде. Поэтому не с чем сравнивать, но очень такой самолет шикарный. Решено оставить этот скутер себе. Там не работает передняя вилка. Будем разбирать, смотреть, в чем причина. Также у меня еще есть 34-ка Honda Dio. Там тоже не работает вилка. Думаю, тоже мы ее разберем. Посмотрим, как на 34-ке это сделано. Ну, что еще обязательно будет? Обзор. Нам пришли шарошки. Уже, наверное, месяца 2 лежат. Нет времени снять по ним обзор. Все время уходило на ремонт. Как бы торопились. Уже зима вот-вот на пороге. Уже минусовая температура. Снег первый был. В общем, слава богу, все мы здесь закончили вроде. Можно уже будет начинать. Вот будет выходные вот эти ноябрьские. И будем что-то снимать, уже что-то вам выкладывать. Дальше еще будет обязательно видео по этому наборчику из ДНС. Очень нам понравился. Очень дешевый. И в принципе за такие деньги даже очень довольно-таки качественный. И там на ДНС на нем хорошие отзывы по нему. По цене трещотки, да? Да, по цене, можно сказать, трещотки, целый набор. По цене дорогой трещотки. Дальше. Это как бы обязательное, что мы планируем на зиму. Возможно, еще дополнительно будем снимать по проводке скутера. Есть у нас 80-чка практически разобранном состоянии. Там двигатель тоже прикупили мы, так сказать, на запчасти. Но, возможно, будем восстанавливать. Поэтому, возможно, и по скутеру проводку детально разберем. Ну, пока все. Дальше в процессе, как говорится, аппетит приходит во время еды. Может, что-то еще наснимаем. Ну, самое главное, есть помещение. Потому что все время, как ближе к осени, какие-то срочные дела, стройка, то один ремонт в одном доме, в другом доме ремонт. Как-то не было времени. Изначально, кстати, скажу, что все лето планировался покупка Кунга. Кунг, ну, как я вам сейчас объясню. Вагончик армейский, который вот на Зелах, на Уралах стоит, где людей, для перевозки людей, специальное вот это помещение. Вот планировалось приобрести его. Но в связи с обстоятельствами не получилось. Во-первых, довольно-таки дорого. Более-менее состояние где-то начиная от 70 тысяч просят. Плюс самый главный фактор, все находится в расстоянии 250-200 километров. То
То есть доставка выходит тоже очень дорогая. Коняче. Да, плюс кран и все такое, получается, блин, не менее сотки рублей. Думали. Ну, Конечно, пару поездок было у нас за ними. да, рядышком пытались что-то найти, ничего путевого не нашли, все, только хлам какой-то гнилой. То гнилой, то двери нет. Да, то еще что-то, какие-то там косяки. В общем, недолго думая, точнее, долго думая, решено было переделать эту комнату. Конечно, глаза боялись, а руки сделали. Все у нас, как моя любимая фраза, все у нас получилось. Будем испытывать. Сверху у нас еще что на потолке. Пароизоляции слой. Опять же на степлер на строительный закреплено. Ну и, конечно, бюджетный утеплитель в виде опилок. Так, ориентировочно, что мы вот это здесь потратили, на пиломатериал, на все вот это, то, что подкупали. Где-то 20-25 тысяч я прикидывал. Пенка, все такое. Где-то так. Ну, не считая того, что фанера у меня была. Планировал на полы дома там где-то поменять. 3 листа было фанеры, лист ГСП. То есть пароизоляция тоже была. То есть так бы обошлось бы рублей 30 тысяч где-то рублей. Ну, в общем, в сравнении с тем, что планировалось изначально, все-таки экономия приличная. Где-то больше, чем в 3 раза. Ну что, на этом, я думаю, все. Мы закончим. Это наши вводные видео под зимние, так сказать, под зиму. До скорых встреч. Увидимся на канале. Всем Лайки, пока. комментарии. Да, подписывайтесь на канал. Всем пока. До скорых встреч.